Итак, миновал год с момента начала проекта, и наступает время отметить данное событие подведением итогов. В самом начале мы ставили главной задачей проектирование полностью автоматической и даже частично самовоспроизводящейся линии для роботов-манипуляторов. Исследовав все существующие открытые конструкции роботов-манипуляторов, мы пришли к выводу, что все они не годятся для автоматической сборки. В них присутствовало, как правило, большое количество проводных соединений, которые обладают сложным, недетерминированным поведением, сложно проектируются и симулируются, а также разнообразный крепеж очень широкой номенклатуры, использование которого при помощи автоматизированных средств затруднительно. Это та самая знаменитая задача Peg in the Hole, над эффективным решением которой бьются ученые робототехники многие годы. А значит, они не подходят для частичного самовоспроизводства. Мы поняли, что придется разработать собственные аппаратные решения, адаптированные для автоматической сборки, и сосредоточились на этом. Мы проработали два заметно отличающихся друг от друга технических решения, каждое из которых по-своему решало поставленную задачу. Первое решение базировалось на идее изготавливать роботов-манипуляторов при помощи технологии литья под давлением. Для данного концепта были разработаны соответствующая модульная конструкция звеньев, пресс-форма, с помощью которой звенья будут последовательно отливаться, и приспособление для подачи компаунда, так как по нашей идее литье под давлением осуществлялось тем же самым манипулятором. Решение оказалось очень эффективным с точки зрения удобства сборки. Мы полностью отказываемся от крепежа и каких-либо механических соединений. Нужно всего лишь правильно позиционировать моторы в пресс-форме и обеспечить процесс литья. Однако такая технология потребовала бы от нас более глубоких исследований свойств полимеров, ведь для разных звеньев потребовались бы разные прочностные характеристики, а значит и разный состав смеси. А еще идея имела высокую степень неопределенности конечного результата, связанную с герметичностью соединений, с обслуживанием литьевых машин и их приспособлений. Мы поняли, что в ближайшее время такую систему прототипировать будет сложно, и это побудило нас рассматривать другие технологические решения. Также на базе этой версии манипулятора была проработана концепция масштабируемых шестигранных рабочих мест, каждому из которых, а всего у такого рабочего стола 6 слотов для подключения, можно подключать другое рабочее место, нового робота-манипулятора или транспортный модуль, превращающий данное рабочее место в передвижную платформу. Комбинируя рабочие столы, манипуляторы и оснастку, можно перестраивать конфигурацию производственной линии под каждую конкретную задачу, делая производство гибким и устойчивым к изменению спроса. Следующим шагом в развитии стала проработка такого робота-манипулятора, который можно было бы напечатать на трехмерном принтере с использованием серийно производимых и доступных покупке в настоящее время компонентов. В нем, так же как и в первом, отсутствовал какой-либо специальный крепеж. Винты, заклепки, гайки. Сами конструктивные элементы манипулятора выполняли в нем роль крепежа и разработаны были таким образом, чтобы обеспечить сборку без использования ручного труда. Практически все они, кроме печатных плат, катушек, электронных компонентов, могут быть изготовлены методом трехмерной печати, что с одной стороны делает возможным самостоятельное изготовление манипулятора в обычной среднестатистической мастерской, а с другой стороны оставляет возможность массового серийного автоматического производства, ведь для этого почти все предусмотрено. Сначала мы запроектировали манипулятор с китайскими моторами для стабилизации камер для фото и видеосъемки. Но потом поняли, что с ними автоматическая сборка тоже будет затруднительна. Ведь такой мотор сложно захватить и правильно позиционировать. В общем, пришлось разработать собственный электродвигатель, который роботу будет удобно собирать, хватать и встраивать в манипулятор, а также электрическую схему и плату для его управления. В итоге получился почти полный комплект конструкторской документации для робота-манипулятора, по которому можно изготовить прототип и отлаживать встроенное программное обеспечение. Как и в случае с первым вариантом манипулятора, была проработана и соответствующая оснастка, необходимая для создания и масштабирования роботизированных ячеек. На этот раз мы попытались обеспечить возможность более гибкого монтажа манипуляторов. Теперь, благодаря специальным модулям, стало возможным установить манипулятор почти в любом месте, сбоку или сверху, и использовать объем всего доступного пространства, что весьма полезно в случаях, когда мы не располагаем просторными площадями.
и вынуждены расти, что называется, вверх. Модули, подобно кубикам в конструкторе Lego, позволяют создавать разные конфигурации роботизированных ячеек, обеспечивают жесткость конструкции и электрическую связность компонентов. Сами пластины или основания манипулятора предполагают несколько исполнений. Для монтажа манипулятора и приспособления, для установки туда вычислительного узла или просто в качестве поверхности рабочего стола. Параллельно велась работа по разработке оснастки, разнообразным приспособлениям для выполнения специфических технологических задач. Механического захвата, сварки, пайки, печати пластиком, подачи компаунда, сканирования. Самое жизненно важное для решения задачи приспособления для захвата было проработано лучше всех. Оно претерпело ряд существенных изменений и сейчас почти готово к изготовлению прототипа. В механическом захвате используется тот же самый мотор и та же самая плата управления, что и в самом манипуляторе. Остальные приспособления проработаны на уровне эскизов и будут дорабатываться по мере появления прикладных задач. Программное обеспечение долго отставало от аппаратного по причине отсутствия разработчиков. Но мы не простаивали зря и пытались как можно глубже изучить актуальные научные исследования по проблемам, связанным с автоматизированной сборкой промышленных изделий, а также какие уже существуют проекты с исходным кодом, реализующие в какой-то степени данный функционал. А еще пытались моделировать поведение самовоспроизводящихся систем на самом высоком уровне. Научные исследования можно подразделить на следующие категории. Автоматическое планирование последовательности сборки, методы машинного обучения в промышленной робототехнике, применение блокчейн-технологий в управлении киберфизическими системами и совмещенное планирование движений и задач. Все исследования были тщательно отобраны и размещены на нашем портале документации. Некоторые исследования были переведены полностью, а по некоторым были составлены краткие описания. Со временем программисты нашлись, и мы взялись за интеграцию тех программных компонентов, которые были найдены нами в ходе исследований. Самыми основными оказались планировщик движений Movit, планировщик операций PlanSys, симулятор Газеба. Также при разработке архитектуры мы перенимали лучший мировой опыт в области роботизированной сборки, в чем нам очень сильно помог конкурс на Всемирном саммите по робототехнике, который проходит в Японии с 2017 года. Это такой конкурс, где команды из разных университетов и компаний мира выполняют задания по автоматической сборке роботами специально подготовленного стенда и соревнуются в скорости, точности и безопасности. Так вот, по имеющимся в публичном доступе материалам конкурса мы сделали подробный обзор работ двух команд и попытались учесть извлеченные ими уроки при проектировании архитектуры программного обеспечения. Некоторые выводы подтвердили правильность избранных нами решений. Например, выводы исследователей из университета Сан-Хосе подтвердили правильность выбора второй версии ROS, которая лучше подходит для использования в системах жесткого реального времени. А ROS первой версии показал себя не очень хорошо в соревнованиях. В то же время опыт команды O2AC подтвердил правильность нашего подхода сборочно-ориентированного дизайна, когда конструктор изначально проектирует изделие с учетом удобства захвата и сборки, а не с учетом своих собственных представлений об эстетике и эргономике изделия, что, в общем-то говоря, не очень актуально для автономных систем. Есть и ряд наших оригинальных решений. Например, мы архитектурно предусмотрели возможности управления уровнями восприятия среды. Ведь помимо реальности для робота есть и виртуальность, где он также, пользуясь возможностями физического движка, может отлаживать управляющие программы. Так вот, мы разделили фазы восприятия на 3 условных уровня. Первый уровень, когда робот знает все о состоянии мира, то есть положение всех объектов в симуляции. Второй уровень, когда робот знает о состоянии мира неполную информацию, то есть он получает информацию только от виртуальных датчиков. И третий случай, когда робот знает только о состоянии тех датчиков, которые подключены к нему в реальной киберфизической установке. Возможность управлять уровнями восприятия делает удобным постепенную адаптацию управляющих программ к физическому миру с возможностью доучиваться в виртуальных средах. Например, робот, прежде чем приступить к выполнению задачи в реальном мире, может внутри себя переключить уровень восприятия на один из двух виртуальных и отладить работу там. При этом сама управляющая программа может работать одна и та же. Она просто меняет поставщика данных о состоянии среды. Итоговая архитектура программного фреймворка RoboSборщик представляет собой набор компонентов, которые
пытаются реализовать процесс подготовки производства в автоматическом режиме. Все эти компоненты можно подразделить на основные категории, каждая из которых отвечает за свою часть работы. Первая категория – это комплекс подготовки изделий для автоматизированной сборки и необходимых данных для удобства симуляции. Ключевой компонент здесь – это плагин R-Bench или Annotation Robotics Bench, который служит для разметки геометрических примитивов, формирования последовательности сборки, задания позиций захвата вручную и экспорта моделей в виде поддерживаемых симулятором пакетов. Плагин может работать как через графический интерфейс FreeCAD, что удобно для разметки моделей конструктором, так и через консоль, что удобно для автоматической генерации пакетов в системе непрерывной интеграции GitLab или еще какой-либо. Далее пакеты могут быть помещены в базу данных, из которой уже подгружаться в симулятор. Вторая категория – это то, что исполняется непосредственно на вычислительном узле робота. Это набор пакетов ROS2, включающий планировщики движений и задач, конфигурацию робота, пакеты для взаимодействия с узлами робономики и симулятором. И, наконец, третья категория – это программное обеспечение для виртуальных сред исполнения, игровых движков, симуляторов, а также модулей поддержки машинного обучения, генерации наборов данных и виртуальных датчиков. Здесь ключевым компонентом является наш модуль управления восприятием среды, который я упомянул выше. По нашей задумке, такая модульная архитектура позволит в будущем пробовать применять различные алгоритмы генерации последовательности сборки, обучения с подкреплением, системы распознавания, планировщики движений и задач, не затрагивая остальные компоненты системы, то есть по отдельности, а также позволит находить оптимальные сочетания этих компонентов для достижения наилучшего результата. А еще мы постарались сделать этот комплекс исключительно из компонентов с открытым исходным кодом. И кажется, что у нас это получилось. Мы думали о том, как можно взаимно усилить разработки робосборщика и те возможности, которые предоставляет нам сеть робономики. Поначалу пришлось хорошенько подумать над тем, а что в принципе может заставить пользователей подключать их роботов к блокчейн-сети. Я сам по опыту работы из мира ОСУТП, и это, конечно, в каком-то смысле консервативная отрасль, ведь на кону безопасность людей. И подключать автоматические системы критически важной инфраструктуры к интернету без особой необходимости мало кто рискует. Ну а самое главное, зачем? Какой стимул? В этом нет какой-либо особой выгоды. Что ж, пришлось эту выгоду нам поискать. И мы ее нашли. Во многом благодаря тому, что ранее погрузились в машинное обучение роботов и поняли, что эффективность этого обучения в существенной степени зависит от того, на каком массиве данных он обучался. Чем больше данных, тем лучше. Вот, например, Google в одном из своих первых исследований по теме привлекли 14 роботов-манипуляторов и с их помощью совершили более 800 тысяч операций захвата, чтобы получить достаточное количество данных для обучения. Разумеется, мало у каких компаний есть такие возможности. Но тут мы вспоминаем о нашей сети робономики, которая создает предпосылки для безопасного взаимодействия роботов через интернет. А значит, можно собрать такой же стенд, как у Google, но только из роботов, разнесенных между собой географически. Тут замечательно сочетаются идеи и блокчейна, и робототехники, и открытого кода. Ведь пользователи роботов могут собирать информацию и для того, чтобы разработчики могли потом вносить изменения в его конструкцию, улучшать железо и софт. И даже есть возможность совместно обучать роботов, не раскрывая приватных данных, благодаря методике федеративного обучения, когда агенты обмениваются не самими данными, а своими предобученными моделями, которые в дальнейшем собираются и как-то усредняются, чтобы получить итоговую эффективную модель. Ну что ж, уже намного лучше, но остается еще одна загвоздка. На каждом производстве робот обычно выполняет специфичные для данного производства операции. И даже если остановиться только на операции сборки, то в каждом конкретном случае роботы будут собирать разное. А значит, теряется смысл кооперации роботов. Нет общего навыка, нет смысла совместно его обучать. И тут в очередной раз на помощь приходит новшество из мира машинного обучения, а именно такая методология, как метаобучение. Это подход, при котором робот учится не работать непосредственно, а он учится учиться, то есть формирует не очень специализированный метанавык. Например, вместо того, чтобы обучаться вставлять конкретный разъем, скажем USB, он обучается быстро осваивать операцию вставки в общем виде, а под конкретную операцию
доучиваться в гораздо меньшем объеме. И это решение позволяет устранить ту самую специализированность роботов. Мы можем дать возможность роботам собирать огромные массивы данных, обучать их мета-навыки, передавать мета-навыки обратно роботам в виде награды и далее на базе этих мета-навыков осваивать прикладные операции для отдельных производств. Именно эта идея легла в основу так называемого рынка навыков, где роботы могли бы извлекать пользу из взаимодействия друг с другом за счет сетевых эффектов. Напоследок мы интегрировали наш ROS2 проект в эргономику классическим методом с помощью передачи плана исполнения в блокчейне через команду Launch и записали поясняющее этот процесс видео. Вряд ли можно сказать, что мы полностью выполнили те задачи, которые ставили. Уж слишком они были амбициозные и объемные. Тем не менее, каждый компонент нашей системы, хоть и небольшой, но все-таки вполне работоспособный, а значит фундамент для дальнейших улучшений заложен.